Особенно становится ясным, когда мы услышим о том, как Шрила Бхактиведанты Свами Прабхупады описывает различные цели, достигаемые проведением таких фестивалей. This is an answer to a question, which is it necessary to live with devotees to get their association? Этот ответ звучит на вопрос, нужно ли жить вместе с преданными, чтобы получать их общение. And we'll read the answer and speak about it. Мы прочитаем ответ Шрилы Бхактивиданты и объясним его. Certainly, association with devotees is essential. Несомненно, общение с преданными в высшей степени важно. However, we attain association according to our own qualification. Однако пользоваться таким общением мы можем в соответствии с уровнем нашей квалификации. It's not a fact that simply by living together we can take advantage of good association. И вовсе не факт, что просто живя вместе друг с другом мы сможем воспользоваться таким хорошим общением. And it is true that we can associate with devotees even when we live at a distance from them. И с другой стороны, мы можем также справедливо сказать, что мы можем пользоваться общением с преданными, даже когда живем на большом удалении от них. Association does not necessarily mean living in the same room. Общение вовсе не обязательно означает жить в той же самой комнате. However, living with devotees makes it easier to hear from them, whereas such hearing is more difficult over a distance. Однако, если мы живем рядом с преданными, тогда слушать этих преданных становится гораздо проще, в то время как если мы живем на расстоянии от них, это становится более сложным. We conduct festivals in the temple to give everyone the opportunity to associate with devotees. Мы проводим фестивали в наших храмах для того, чтобы дать каждому возможность общения с преданными. Number one, to associate with devotees. То есть это первая цель – общение с преданными. Number two, to destroy their attachment for material life. И вторая цель, достигаемая такими фестивалями, это мы разрушаем привязанность к материальной жизни. Good reason for a festival, isn't it? Очень хороший повод для проведения фестиваля, не так ли? Number three, to display compassion for all living entities. Третья цель – мы тем самым являем сострадание ко всем живым существам. To develop a taste for chanting the holy name. Мы развиваем в себе вкус к повторению и пению святого имени. And to engage in the service of Hari, Guru, and the Vaishnavas. А также мы занимаемся служением Хари, Гуру и Вайшнавам. The month's main purpose in holding festivals, reciting Srimad Bhagavatam, and discussing Hari Katha is to awaken the soul's constitutional propensity to serve Krishna. Главная цель Мадха в проведении таких фестивалей, в слушании и чтении Шримад Бхагаватам, также в обсуждении Хари Катхи заключается в том, чтобы пробудить в душе ее изначальную склонность служить Кришне. If we hear Hari Katha in the association of devotees, we revive awareness of our constitutional position and attain the ultimate goal of life. Если мы слушаем Хари Катху в обществе вайшнавов, тогда мы пробуждаем в себе наше осознание нашего изначального положения и достигаем высшей цели жизни. A devotee is saintly. Преданные святые. He is neither a material enjoyer nor a dry renunciant. Преданного нельзя назвать ни тем, кто наслаждается материальными вещами, также он не отличается сухим отречением. By associating with saintly devotees, we can understand that just as material enjoyment is sinful, the path of dry renunciation is also sinful. Общаясь с такими святыми преданными, мы можем понять, что греховным является не только склонность наслаждаться материальными вещами, но и путь сухого отречения. Confused about what to do, the pseudo-renunciants adopt the path of renunciation. Такие лже-отреченные люди, которые сбиты с толку и не понимают, в чем их долг, принимают путь отречения.
being attached or simply detached from the material world are both signs of aversion to the Supreme Lord. И привязанность к материальному миру, и такая примитивная отреченность от него, и то, и другое является признаком вражды по отношению к Верховному Господу. Unless we give up these forms of aversion, material enjoyment and dry renunciation, we cannot attain complete shelter in devotional service. И пока мы не откажемся от этих форм вражды по отношению к нему, материальному наслаждению и сухому отречению, мы не сможем обрести полное прибежище в преданном служении. If we fail to understand the meaning of pure devotional service, we will end up either as material enjoyers or dry renunciants. Если мы не сможем понять смысл и суть чистого преданного служения, тогда мы неизбежно станем либо материалистами, которые наслаждают свои чувства, либо станем сухими людьми, идущими путем сухого отречения. Om Adyana Timirandasya Gananjana Salakaya Chakshur Umminitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Ukam Kuroti Vachalam Hangam Mangayate Garim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Guru Nitananam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanты Swami Prabhupade Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvishesha Shanyavari Vastichate Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Many important points being raised in this short excerpt of quote from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. В этом коротком отрывке из наставления Шрилы Бхактивиданты Сарасвати Такура поднимается очень много важных моментов. We will try to go through with each one of them and try to explain them in a way which is consistent with his intention for giving them to us. Мы постараемся обсудить все эти наставления Шрилы Бхактивиданты Сарасвати один за другим и сделаем это так, чтобы они у нас сложили цельную картину, соответствующую его наставлениям нам, его намерениям. First point, very clear in the first sentence, is that certainly association with devotees is essential. И первое очень важный момент, о котором говорит Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур, в самом первом предложении своего ответа он говорит: несомненно, общение с преданными в высшей степени важно. We have so many references in Shastra, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bhagavad-Gita, which emphasize the importance of satsang. И очень много цитат можно привести в подтверждение этого из Шримад Бхагаватам, из Читания Чаритамриты, из Бхагавад-Гиты, говорящие о важности сатсанги. Satsanga, of course, sangha means association with sat, that which is eternal. Сатсанга буквально означает, самка означает общение, а сат с вечным. And when devotees come together, the primary purpose for their coming together is for satsanga. И когда преданные собираются вместе, главная цель, которая движет ими в этом, это стремление к сатсанге. Which means to associate with that which is eternal. Это означает желание общаться с тем, что является вечным. So therefore, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur goes on to explain a very important point, that association doesn't simply mean living in the same room together. И Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур поэтому продолжает обсуждать этот очень важный момент и подчеркивает, что такое общение нельзя приравнивать просто к совместному проживанию в какой-то комнате. Because that's not eternal. Потому что это не является вечным. I think we have enough intelligence to extract the full essence of that statement, that living in the same room with somebody is not an eternal event. Но наверняка всем нам хватает разума, чтобы понять, извлечь суть из этого слов Шрилы Бхактивиданты Сарасвати Такура, смысл которого заключается в том, что если мы живем с кем-то в одной комнате, то такое общение не будет длиться вечно. And neither is living even in physical proximity with other devotees necessarily an eternal event or satsanga. И даже такая географическая близость к какому-то преданному еще не является вечным состоянием сатсанги с ними. Because such physical proximity is also obviously very temporary.
Потому что такая географическая близость также является временным состоянием. And therefore, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains that this association of devotees is essential, and we attain that association according to our own qualification. Именно поэтому Шрила Бхактивиданта Сарасвати Тхакур говорит, что хотя это общение с преданным в высшей степени важно и необходимо, но мы обретаем возможность такого общения в соответствии с уровнем нашей квалификации. Someone may question what is the qualification required to attain association of devotees. И кто-то может задаться вопросом, а какую вообще квалификацию требуется развить в себе, чтобы получить общение с преданными? And the qualification, as he goes on to explain, although not directly but indirectly, is the desire which one wishes to obtain by association. И Шрила Бхактивиданта Сарасвати Тхакур отвечает на такой вопрос не прямо, но подразумевая его, говоря, что под этой квалификацией понимается желание, которое мы хотим развить себе благодаря такому общению. To obtain anything, especially if one wishes to obtain pure devotional service, there is also a particular adhikara or a qualification to obtain it. Вообще для достижения чего-либо в жизни, особенно чистого преданного служения, необходима определенная квалификация или адхикара. And of course, the adhikara is simply the desire. И под адхикарой, конечно, имеется в виду в первую очередь просто желание. There are no material qualifications required for pure devotional service. This point is very clear and spoken very elaborately upon by many of our acharyas. Многие наши ачарьи очень ясно, двусмысленно, очень подробно объясняют этот момент, что единственной квалификацией для того, чтобы получить возможность заниматься чистым преданным служением, является желание. Это все. And although it may appear that association comes of its own, without us even having any previous qualification to obtain it. И хотя такое общение может приходиться к нам само собой, как бы непрошенное, и мы можем думать, что ничего не сделали со своей стороны в нашей предыдущей жизни, чтобы его заслужить. The quality of the association is also a very important part if one wishes to obtain pure devotional service. Однако, если человек желает обрести чистое преданное служение благодаря такому общению, необходимо очень внимательно относиться к качеству такого общения. For instance, in the conversation between Ramananda Roy and Lord Chaitanya, there is one very prominent verse which is oftentimes quoted, that pure devotional service cannot be had even by millions of births of pious activities. Например, в беседе с Раманандой Рай с Господом Чайтаньей прозвучал очень важный текст, который очень часто цитируют и не высылаются, в котором говорится, что чистое преданное служение возможно обрести даже после многих миллионов жизней, проведенных в благочестии. Pure devotional service can be attained only by those who have the intense greed to have it. Единственный, кто может обрести чистое преданное служение, это человек, который развил в себе очень сильную алчность обрести его. Therefore, wherever one sees it, one should immediately purchase it without delay. Поэтому, где бы человек не замечал такое чистое преданное служение, он должен немедленно покупать его, платя любую цену. So a purchase is required if you want to get the product. Если вы хотите получить какой-то продукт на рынке, необходимо заплатить за него цену. Pure devotional service is not attainable even if you engage in millions of births of pious activities. Однако чистое преданное служение не обрести, даже если заниматься на протяжении миллионов жизней благочестивой деятельностью. But it's attainable to those who have greed or intense desire to get it. Но оно доступно тем, у кого есть очень горячее желание или алчность его обрести. Therefore, although association may be apparently available and accessible by physical proximity, by the same room, or even by attending an event, also it depends on the quality of the association. И поэтому такое общение может казаться легко доступным нам, потому что оно находится в непосредственной географической близости от нас, или потому что оно доступно на фестивале или празднике, куда мы приехали, но также важный фактор – это качество такого общения. And the quality of the association is the essence of what is satsanga, or association with that which is eternal. И качеством такого общения является сутью, как раз оно является сутью этой сатсанги, или общения с тем, что является вечным. The more we associate with that which is eternal, our eternal nature is revived. Чем больше мы общаемся с тем, что является вечным, тем больше мы пробуждаем свою собственную вечную природу. The more we associate with that which is eternal, then
The impurities or obstacles in the path of devotional service become clean from the heart. И чем больше мы общаемся с таким вечным, тем больше мы очищаем наш путь в преданном служении от всех препятствий и трудностей. And of course, as we understand, that which is eternal is Krishna, the Supreme Personality of Godhead, and His holy name. И мы, конечно же, понимаем, что под этим вечным понимается Кришна, Верховная Личность Бога, а также Его Святое Имя. As well as topics which are related to the Supreme Personality of Godhead, which describe His form, His qualities, His pastimes. А также все темы, которые связаны с Верховной Личностью Бога и описывающие Его облик, Его качества и Его игры. These are all eternal as Krishna is eternal. Все эти аспекты личности Кришны настолько же вечны, как и сам Кришна. And as Srimad Bhagavatam states, Ayur Harati Vai Pungsam Udyan Asticha Yarasau, that both by rising and setting the sun decreases the duration of life for everyone except for one who associates with Krishna by discussing the all good topics of the Supreme Personality of Godhead. И как говорится в этом стихе Шримад Бхагаватам, скажем своим восходом и заходом, солнце сокращает продолжительность дня всех, продолжительность жизни всех людей, кроме тех, кто посвящает свою жизнь обсуждению, общению с Господом Кришной, обсуждая Его трансцендентные деяния. Because such topics of the holy name, form, qualities and pastimes of the Lord are non-different from the Lord. Потому что такие обсуждения Его трансцендентного имени, Его качеств, Его деяний, Его облика, они такие же трансцендентные, такие же вечные, как сам Господь. Kali Kali Namo Rupa Krishna Avatar Namo Hoitai Hoisava Jagat Nistara. That in the age of Kali the Lord appears in His name. Anyone who associates with His name is as good as associating with Krishna directly, and certainly He's delivered. В этом стихе говорится, что Господь Кришна явился в этот век в облике своего святого имени. Каждый, кто общается с Ним в этом облике, который не отличен от Него самого, также немедленно освобождается из этого мира. Therefore, satsanga, or real association of devotees, it means to associate with the Lord. И поэтому сатсанга или общение, подлинное общение с преданным является общением с самим Господом непосредственно. Because by associating with the devotees of the Lord, who are always discussing the topics of the Lord, it's as good as associating with the Lord. Поэтому, потому что общаясь с преданными, которые постоянно обсуждают темы, связанные с Господом, мы непосредственно общаемся с Господом. Между этими двумя типами общения нет никакой разницы. And the Lord is glorified by those who glorify the qualities, characteristics of pure devotional service. И Господа также прославляют те, кто прославляет качества и отличительные черты чистого преданного служения. Because it is only by pure devotional service that the Lord becomes accessible. Потому что Господь становится доступным только благодаря чистому преданному служению. Krishna says, Nasariyati mam yogo no syanka dhamma Uddhava, tells Uddhava, he says, unalloyed devotional service rendered to me by my devotee makes me accessible to him. Как Господь Кришна говорит в этом стихе Уддави, что чистое преданное служение, которое оказывается мне, моим беспримесным преданным, оно делает меня доступным. Brings me under his control. И оно, более того, помещает меня полностью целиком в их власть. He says, I don't become accessible by other processes. И он говорит, что я не становлюсь доступным, меня невозможно достичь другими процессами. Not by austerities, not by sankhya yoga, not by charity. Ни благодаря аскезу, ни благодаря санхья-йоге, ни раздаче милостыни меня не достичь. Nayam sukapo bhagavan dehinam gopika sutta. In the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, it says the Supreme Personality of Godhead becomes accessible to those who are engaged in spontaneous loving devotional service to Him. В этом стихе Шримад Бхагаватам, в 10-й песне, говорится, что Господь становится доступным тем преданным, которые занимаются спонтанным преданным служением Ему. But He's not accessible to those who are accustomed to mental speculation. Однако Господь остается недоступным людям, которые привыкли заниматься умственными спекуляциями. Or to those who simply perform austerities. И которые просто отдаются каким-то аскезам. Or to those who consider the body to be the same as the self. Или людям, которые считают свое тело самими собой. Supreme Lord Krishna is accessible to devotees who are engaged in loving devotional service. Верховный Господь становится доступным тем, кто занимается любовным чистым преданным служением. And by associating with devotees who are engaged in loving devotional service, then Krishna becomes accessible. Если мы общаемся с такими преданными, которые занимаются любовным преданным служением, ему тогда Господь становится доступным и нам также. The Lord even explains how He makes Himself accessible.
И Господь также объясняет, каким образом Он делает себя доступным. He says, by the dust of the lotus feet of my pure devotees, I desire to purify this entire material world which is situated within me. Господь говорит, что я хочу очистить пылью с лотосных стоп своих преданных все материальные вселенные, которые располагаются во мне самом. And thus I follow in the footsteps of my devotees. Поэтому я следую по стопам своих преданных, Who are always equal to everyone, who are always glorifying me. которые постоянно прославляют меня и равно относятся ко всем. So Krishna says, I'm accessible because wherever you see my devotees who are glorifying me, then I'm right behind them, following in their footsteps. И Кришна поэтому говорит, что я доступен вам, потому что я всегда нахожусь сзади своих преданных, всегда иду по их стопам сзади, и если вы общаетесь с ними, то общайтесь со мной. So the purpose for having festivals is to associate with Krishna. Поэтому целью проведения таких фестивалей является общение с Кришной. And therefore Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur gives the different reasons for such festivals, which are all the result of associating with Krishna. И поэтому Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур перечисляет все различные причины, по которым мы проводим такие фестивали. И конечная и главная причина заключается в том, что мы общаемся с самим Кришной. He says we conduct festivals in the temple to give everyone the opportunity to associate with devotees. Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур говорит, что мы проводим фестивали в наших храмах для того, чтобы дать каждому возможность общения с преданными. Again, quality of the association is also a very important criteria and qualification for what we'll get as a result. И качество такого общения остается очень важным критерием успеха нашего общения с преданными, а также наши ожидания, что мы хотим получить в результате такого общения. It's not, as Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur very clearly explained in the beginning, it's not just physical proximity. Как Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур объясняет в самом начале очень ясно и недвусмысленно, говоря о том, что это общение вовсе не сводится к географической близости. Sometimes we can be in the same room with other people who are quote-unquote devotees and never associate with them. Например, мы можем жить в одной комнате с так называемыми преданными, в кавычках, при этом совершенно с ними не общаться. It doesn't simply mean doing things together. Потому что общение вовсе не сводится к совместной работе. It means engage in activities which are sat, which are eternal. Это означает совместно заниматься деятельностью, которая является сат или вечной. Just working together to obtain some result, if it's not aimed, the result is not aimed for pure devotional service. It's not association. Например, если мы работаем над чем-то совместно, но при этом стремимся к цели, которая не является сат, не является вечной, не является преданным служением, то такое общение не является общением с преданными. It's not satsanga. Это не сатсанга. And therefore sometimes even devotees, they feel despair that even in the physical presence of other devotees, there's something still missing. И поэтому иногда преданные пребывают в отчаянии, думают, ну вот, я вроде бы окружен со всех сторон преданными, но чего-то мне не хватает. They sometimes may question, what is it that's missing? Why is it that I'm surrounded by so many people and I feel lonely? И поэтому они задаются вопросом, не понимают, почему, чего же мне не хватает? Я вроде бы окружен со всех сторон людьми, преданными, но тем не менее чувствую себя одиноком. Attachments are still there within my heart. Чувствую, что в моем сердце по-прежнему остаются привязанности. I'm not experiencing transcendental consciousness. Я не испытываю признаков трансцендентного сознания. It comes, sometimes it's nice, a nice experience, but then afterwards it's gone. Когда появляется проблеск такого трансцендентного сознания, это, конечно, приятно, но потом оно исчезает. In fact, Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur very clearly explains that the purpose of our festivals is to destroy material attachments. Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур очень ясно объясняет здесь, что еще одна цель проведения таких фестивалей – это помочь нам уничтожить наши материальные привязанности. And he says the main purpose of holding festivals and reciting Bhagavatam and discussing Harikatha is to awaken the soul's constitutional propensity to serve Krishna. И Шрила Бхактивиданта Сарасвати Такур говорит, что главная цель проведения фестивалей, слушания или чтения Шримад Бхагаватам и обсуждения Харикатхи заключается в пробуждении изначального желания и склонности души служить Кришне. How to keep that consciousness alive and awake? Чтобы поддерживать такое сознание в себе и дыхать в него жизнь. If we don't experience satsanga, real association with that which is eternal. Если мы не обсуждаем, если мы не испытываем такую сатсангу и не обсуждаем то, что по-настоящему является вечным. So, as we said,
first was to associate with devotees, the second was to destroy their attachment for material life. Поэтому, как мы сказали в начале, одна из целей, которая упоминается здесь в Бхактивиданте, в начале это возможность общения с преданными. Вторая цель – это разрушить привязанность к материальной жизни. Now, did anybody ever think that they're coming to this festival for that reason? А кто-то из вас вообще думал об этой цели, приезжая сюда на фестиваль, разрушить свои материальные привязанности? Did anyone ever, I'm going to the festival to destroy my attachment to my material life? Кто-нибудь из вас приехал с таким воодушевленным желанием приехать на фестиваль, чтобы разрушить свою привязанность к материальной жизни? Харибол. How enthusiastic would we be to go to the festival? We actually understood that's what we're going for. Вот насколько бы у нас осталось энтузиазма посещения таких фестивалей, если бы мы понимали, что это одна из целей посещения таких фестивалей. But it's one of the purposes for holding a festival. Однако, тем не менее, это одна из целей проведения таких фестивалей. Therefore, one actually has to understand the real purpose of festivals. Поэтому мы должны понимать подлинную цель проведения таких фестивалей. I was reading a wonderful verse just recently from the 11th canto of the Bhagavatam. Недавно читал удивительный стих из 11-й песни Шримад Бхагаватам. The verse was stating that pure devotional service is so spiritually potent that simply by hearing such transcendental topics, И в этом стихе из 11-й песни Бхагаватам говорилось, что чистое преданное служение настолько могущественно, что просто слушая эти трансцендентные темы, simply by glorifying these topics in response, и просто прославляя в ответ эти темы, simply by respectfully and faithfully accepting it, и просто с уважением и верой принимая эти темы, simply by remembering, и просто помня о них, and simply by praising the devotional service of others. и просто прославляя преданное служение других. Even a person who hates the demigods and all other living beings can immediately be purified. То человек, который ненавидит полубогов и всех других живых существ, может немедленно очиститься. Powerful statement Это about pure devotional service, очень right? сильное утверждение, правда, про чистое преданное служение. It's so spiritually potent that simply by discussing such transcendental topic, Это настолько могучий процесс, могущественный, что просто обсуждая эту трансцендентную тему, by repeating it, telling others, oh, in response, повторяя в ответ эти темы и рассказывая их другим, respectfully accepting it, but respectfully and faithfully accepting it. и с верой и уважением принимая эти темы. What does it mean to respectfully accept it? А что это значит с уважением принимать? It may mean that discussions and topics of pure devotional service are like, they're way over my head. Это может значить, что мы чувствуем, что эти темы слишком высоки, темы, обсуждающие чистое преданное служение, слишком высоки для моего понимания. They're not, but they're relevant to me. But they're relevant Но to тем не me. менее, они очень актуальны для меня. Why are they relevant to Почему me? они для меня актуальны? Because simply by respectfully accepting it, even from a distance, Потому что просто принимая уважительно эти темы, понимая их на расстоянии. and being faithful that actually that's it, that's where I want to go. И сохраняя в себе веру в то, что именно это есть моя желанная цель. I don't want to go anywhere Не else. хочу никуда никакой другой цели идти. Anywhere else is not really a solution Потому что to ничто anything in life. другое не является по-настоящему решением каких-либо проблем в жизни. I want to go to pure devotional Я service. хочу заниматься чистым преданным служением. Therefore, I very respectfully will hear it, even though it's not immediately relevant to my fulfillment of my immediate desires. И поэтому я буду с уважением слушать на эти темы, хотя, может быть, и не могу понимать сейчас, как могу применить их к своей жизни. And the Bhagavatam says that for those who respectfully and faithfully just accept the potency of pure devotional service, И поэтому Бхагаватам говорит, люди, которые уважительно и с верой принимают высказывания о могуществе чистого преданного служения, they become purified. они становятся они очищаются. May not seem relevant,
может быть, темы сами по себе еще не являются для них It's актуальными, very relevant if it means purification. но очищение, несомненно, актуально. And what does purification mean? А что же означает очищение? Purification means becoming free from material attachment. Очищение означает избавляться от материальной привязанности. That's what purification means. Вот это и означает очищение. We actually have to aspire to become free from material Мы attachments. должны желать, на самом деле, избавления от материальной привязанности. And not to become complacent with our attachments and think, I'm more interested to hear those topics which don't threaten them. И мы не должны поддаваться такому благодушию, самодовольству, думая, нет, лучше я буду слушать о тех темах обсуждения, которые не несут к себе никакой угрозы для моих материальных привязанностей. They're more relevant. Вот такие темы наиболее актуальны. They make me feel good about my attachment. Потому что, когда я слушаю такие темы, мне становится приятно, что у меня такие I can live with привязанности. myself. Я могу жить самим собой. But that's not the goal. Но не в этом цель. The goal is actually how to become free from attachments. Цель же в том, чтобы избавиться от всех привязанностей. And the process of devotional service is so spiritually potent И процесс преданного служения настолько могущественным, духовным, that simply by hearing, being willing to hear about them, that's all, что просто желая слушать об этих темах, просто желая, ничего больше, they'll act. они начнут действовать на нас. I may not be on pure platform of pure devotional Просто service. слушая них, я могу и сам не находиться на уровне чистого I преданного may still have a служения. lot of attachments. Может быть, в моем сердце по-прежнему много материальных I may привязанностей. see so many desires which are still there in their heart, in my heart. Я могу видеть в своем сердце так много разных желаний. But that pure devotional service sounds like a place I'd like to go. Но это чистое преданное служение как раз похоже на мою заветную цель. Я хочу стремиться к ней. Especially when I hear how wonderful Krishna is and the way he reciprocates pure devotional service. Особенно, когда я слышу о том, какой удивительный Кришна и как удивительно он откликается взаимностью на чистое преданное служение. Especially when I hear how attractive Krishna is to pure devotional service. И особенно, когда я слышу, как привлекается Господь Кришна с чистым преданным служением. How Krishna becomes so bound by those devotees who have pure devotional И service. как преданные, которые обладают чистым преданным служением, он просто пленяет Кришну. That he even wants to follow in the footsteps and take the dust from their feet. Настолько, что Кришна хочет идти по них по их стопам и хочет брать себе на голову пыль с их лотосных стоп. We're not just talking about anybody, we're talking about Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who wants to follow in the footsteps of his devotees and take the dust from their feet. Мы говорим же не о ком-то, мы говорим о Кришне, Верховной Личности Бога, который хочет идти по стопам своих преданных и осыпать свою голову пылью с их стоп. And he even says, by the dust of their feet, this is how I'll purify the entire material world which is situated within me. И Кришна говорит, что именно таким образом, осыпая свою голову пылью с лотосных стоп Вайшнава, своих преданных, я хочу очистить этот материальный мир, который располагается внутри меня. This is Krishna's way of purifying the material world. Вот так Кришна хочет очистить материальный мир. He comes with those devotees who are so eager to glorify him and to give pure devotional service to Он others. стремится к общению с своими преданными, которые очень воодушевлены обсуждением тем, связанных с ним и чистым преданным служением. Therefore, such association is sought after. Вот именно к такому общению нужно стремиться. And one has to have, as Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says, there has to be some qualification for association. Именно поэтому Шрила Бхактивиданты Свами Прабхупады говорит, что необходимо обладать определенной квалификацией для такого общения. And the qualification is the desire for pure devotional service. И этой квалификацией на такое общение является желание вести чистое преданное служение. That is the adhikar. That is the requirement. Вот это и есть адхикара, это требование. Unless that desire is there within the heart, then one may not actually be able to derive the full advantage of the association of a devotee. И не развив в себе такой квалификации в сердце, мы можем не воспользоваться сполна тем благом, которое несет в себе общение с такими преданными. Of course, devotees are very merciful, very kind. Разумеется, преданные очень милостивы и добры. They understand that the attachments are there, the obstacles are there, and the lack of desire is there. Они понимают, что есть привязанности, есть препятствия и то, что нам не хватает желания. And therefore, they try to give the opportunity to associate with Krishna in a way that makes him accessible to everyone. И поэтому они стараются давать другим возможность общения с Кришной так, чтобы Кришна становился более доступным другим. That is what
Srila Prabhupada did. Srila Prabhupada made Krishna consciousness accessible to others. Именно это и сделал Шрила Прабхупада. Он сделал сознание Кришны доступным другим. Just like in Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami glorifies Lord Chaitanya as the ocean of transcendental mercy. Как в читании Чаритамрити Шрила Кавирaj Госвами прославляет Господа Чайтанью как океан трансцендентной милости. He described that all the subject matter of bhakti is very difficult to understand. И он говорит о том, что понять тему и содержание бхакти очень сложно. Nonetheless, Lord Chaitanya made bhakti so easily accessible to everyone. Но Господь Чайтанья сделал бхакти легко доступным всем. Glorifies, Kaviraj Goswami glorifies Lord Chaitanya in that way that he made bhakti accessible. И Шрила Кавирaj Госвами прославляет Господа Чайтанью как того, кто сделал бхакти доступным всем. How does he make bhakti accessible? Как же он сделал бхакти доступным всем? Practicing it himself. Потому что он сам занимался бхакти. That's how bhakti becomes accessible. Вот так он сделал бхакти доступным другим. That means that if we want to make bhakti accessible to others, we also have to practice bhakti ourselves. Поэтому, если мы хотим сделать бхакти доступным другим, мы должны заниматься или практиковать бхакти сами. Making bhakti accessible to others doesn't mean packaging it in a way that makes it look attractive to their senses. И делать бхакти доступной другим вовсе не означает как-то упаковывать ее во что-то, какую-то привлекательность для чувств других людей, упаковку. That can be done. Это можно делать. That can be done. Prabhupada actually made bhakti look very attractive to us too. Например, Шрила Прабхупада делал также бхакти очень привлекательным в наших глазах. But Prabhupada was also always conscious of the goal is to give everyone bhakti and make bhakti accessible because he was always fully engaged in devotional service. Но сам Шрила Прабхупада был полностью занят чистым преданным служением, поэтому всегда осознавал цель таких занятий в том, чтобы сделать именно бхакти доступной всем и подчеркнуть, что именно она является целью. So just as Lord Chaitanya made bhakti accessible to everyone in this age of Kali, although otherwise it's very difficult to understand. Поэтому точно так же, как Господь Чайтанья сделал бхакти доступной всем, хотя в век Кали это очень сложно сделать. But how did he make it so accessible? Но как он сделал бхакти доступной всем? He made it accessible because he came as a devotee, fully engaged in loving devotional service to himself. Он сделал это, придя сюда, в этот мир, в образе своего преданного, который занимается чистым преданным служением, полностью поглощен этим занятием, преданным служением самому себе. And this is how he made bhakti attractive. Вот так Господь Чайтанья сделал бхакти привлекательной. This is how bhakti becomes attractive. Именно так бхакти стала привлекательной. It's not the package that makes bhakti attractive. Привлекательный бхакти делает вовсе не упаковка. It's the bhakti that makes bhakti attractive. Сама бхакти делает саму себя привлекательной. Because bhakti is so attractive because it attracts Krishna. Bhakti так привлекательна, потому что даже Кришну привлекает. And when Krishna appears through the activities of devotional service, then one gets a glimpse of what is bhakti, what is devotional И service. когда Кришна является привлеченной таким преданным служением, тогда у нас появляется представление о том, что же такое бхакти, что же такое чистое преданное And служение. Krishna is so attractive that even one moment's association with him can completely destroy one's material life. И Кришна настолько привлекателен, что одно мгновение общения с ним может подрубить на корню всю нашу материальную жизнь. That's exactly what Narada Muni told Vyasadeva when he told him to compile Bhagavatam. Именно это и сказал Вьясадева, прошу прощения, Нарада Муни Вьясадеве, когда повелел ему составить Шримад Бхагават. He said a person may forsake his material occupation to engage in the devotional service of the Lord, but he may fall down an immature stage. Нарада Муни сказал в разговоре с Вьясадевой, что да, человек, может быть, оставив свою материальную жизнь и обязанности ради того, чтобы заниматься преданным служением, может из-за незрелости пасть с этого пути. But there's no danger of his ever being unsuccessful. Однако ему неуспех не грозит. On the other hand, a non-devotee, even perfectly engaged in his occupational duties, doesn't gain anything. Но с другой стороны, человек, который не является преданным, который совершенным образом исполняет все свои обязанности, приписанные ему, на самом деле вообще ничего не обретает. My dear Vyas, Но, дорогой Вьяс, even though a devotee of Lord Krishna may fall down somehow or other, может быть, даже если преданный Кришне таким образом как-то так или иначе падает с этого пути,
he'll never become a fruitive worker again. Он никогда снова не скатится до положения человека, занятого корыстной деятельностью. Because anyone for one moment who has tasted the nectar of my lotus feet, Потому что человек, который хотя бы один раз вкусил нектар лотосных стоп Господа Кришны, he'll never be able to forget that ecstasy. никогда не сможет снова забыть этот экстаз. That was Narada Muni's convincing argument to Vyasadeva to compile Srimad Bhagavatam. Именно таким убедительным аргументом Нарада Муни побудил Шрила Вьясадеву составить Шримад Бхагаватам. He told them, you've bewildered everybody by giving so many different methods for sacrifice. Ты уже сбил всех с толку, сказал он Вьясадеве, потому что описал разные методы проведения разных жертвоприношений. But you haven't glorified the Lord. Но ты так и не прославил Господа. That glorification of itself is so attractive. И прославление Господа само по себе настолько привлекательно, That even if one person hears it and gives up everything because it's so attractive, и если даже человек выслушает это прославление и оставит все ради этого привлекательного прославления, even if he falls down from in an immature stage, he'll never be unsuccessful. даже если на незрелой стадии он так или иначе пойдет с этого пути, ему неуспех не грозит. Because even one moment of that association with Krishna is the most unforgettable experience, ecstasy for the hankering soul who's looking for real bliss. Потому что одно мгновение, даже одно мгновение такого общения с Кришной, это совершенно незабываемый опыт для живого существа, которое ищет подлинного блаженства. That's what makes Krishna accessible. Вот это и делает Кришну доступным. And therefore Narada Muni told Vyasa, make Krishna accessible. Поэтому Нарада Муни сказал Вьясе, сделай же Кришну доступным. Glorify the name, form, qualities, pastimes of the Supreme Personality of Godhead. Make Krishna accessible to everyone. Why have you covered it by all these other things? Прославляй же Верховную Личность Бога и прославляй Его деяния, Его игры, Его качества, Его форму, Его имя. Открой его другим, пусть они привлекают всем. Зачем ты скрыл его пеленой различных других You'll процессов? simply bewilder everybody in this age of Kali Yuga. They won't know what is the goal. Ты просто ввел всех в замешательство, они в век Кали так и не разберутся, в чем же цель. Give them the essence. Дай им же, Give them the essence. дай же им суть. Because by coming in contact with that essence, Krishna becomes accessible. Потому что если люди соприкоснутся с этой сутью всего, тогда Кришна станет доступен. And one will never be able to forget it. И тогда человек никогда не сможет забыть этот Even if they try to forget it, they won't be able to forget it. момент, это мгновение. Даже если они попытаются забыть его, не смогут. That's how attractive Krishna is. Вот настолько привлекательным Кришна. So, Lord Chaitanya came to make Krishna accessible. Поэтому Господь Чайтанья пришел, чтобы сделать Кришну доступным. His method was glorification of Srimad Bhagavatam, the holy name of the Lord. И каким методом он сделал Кришну доступным? Прославляя Шримад Бхагаватам и святое имя Господа. And he embodied it himself И он сам являлся лучшим воплощением этого. by always chanting the names of Krishna, Он всегда прославлял, воспевал святые имена Кришны. always experiencing in his thought, in his mind, love for Krishna. И всегда испытывал в своем уме, в своих мыслях любовь к Кришне. And by seeing that example, it was so attractive that natural desire for Krishna is awakened within the heart. И это его пример настолько привлекательный, что он сразу пробуждает изначальное желание Кришны в сердце. He made bhakti accessible in this way. Таким образом он делал бхакти доступным. Didn't cover it by any other way. Он не скрывал бхакти никакими другими способами. Made it accessible this way. Он таким образом делал бхакти доступным. And of course, those who are his true followers, they understand the purpose of the Lord. И, конечно же, истинные последователи Господа понимают его намерения и цели. And we see how Srila Prabhupada, the true ambassador, the true follower of Lord Chaitanya, made bhakti accessible. Мы видим, как Шрила Прабхупада, настоящий подлинный представитель, последователь и посол Господа Чайтаньи, сделал бхакти доступным всем. He gave us Bhagavad-Gita as it is. Он дал нам Бхагавад-Гиту, как она есть. Bhakti as it И is. бхакти, как она есть. And why was it so potent? И почему это было таким могущественным в его исполнении? Because it was a completely devotional act by which he gave us Bhagavad-Gita. Потому что он дал нам Бхагавад-Гиту посредством преданности. So much so that Krishna became present in the pages of Bhagavad-Gita. Настолько, что Кришна стал проявляться на страницах Бхагавад-Гиты. Prabhupada even said that Srimad Bhagavatam, Krishna is present in the pages of Srimad Шрила Bhagavatam. Прабхупада говорит, что Кришна присутствует на страницах Шримад Бхагавата. So when one comes in contact with Srila Prabhupada in the form of his commentaries and his books,
one gets to associate with Krishna. Поэтому, если человек соприкасается со Шрилой Прабхупадой, благодаря его комментариям, его книгам, он общается с самим Кришной непосредственно. And by association with Krishna, it destroys material И attachments. общаясь с Кришной, мы разрушаем свои материальные привязанности. Prabhupada even one time said it, if they knew what we were doing to them. И Шрилапада однажды сказал, если мы знали, что мы с ними What did делаем, he say? He said, well, they would cut our throats, right? Something like that. If they only knew what we were doing to them. Let's leave it at that. он сказал кое-что, что бы они с нами сделали, если бы они узнали, что мы с ними делаем, но мы не будем говорить. Прабхупада сказал, если бы они только знали, что мы с ними делаем. Мы разрушаем их материальную жизнь. That's one of the purposes of having festivals, just destroy our material life. В этом цель проведения таких фестивалей, уничтожить на корню нашу материальную жизнь. We should be happy to have our material life destroyed. И мы должны радоваться, когда нам помогает разрушить нашу материальную жизнь. If it brings us closer to Krishna. Потому что это приближает нас к Кришне. Prabhupada didn't simply destroy material life by saying, I'm here to destroy your material life. Шрилапада не довольствуется просто разрушением материальной жизни мира. Вот я свою материальную жизнь разрушу. He had the potency to destroy it because he made Krishna accessible. Нет, почему он мог разрушать материальную жизнь людей? Потому что он делал Кришну очень доступным. Here's Krishna. Вот Кришна. Take him. Возьмите его. Take his name. Возьмите его имя. Hear about his glorious pastimes. Послушайте его удивительных деяниях. His wonderful qualities. Послушайте его удивительных качествах. His quality of Bhaktivadsalya, how he's completely controlled by unalloyed love. О его качестве Бхактивадсали Кришна идет на поводу у беспримесной любви к себе. And then Prabhupada embodied that by his example. И сам Шрила Прабхупада воплощал это в себе, в своем собственном примере. Engaged 24 hours a day in Krishna's service. Он сам занимался служением Кришне 24 часа в сутки. Speaking about him, hearing about him, remembering him. Он говорил о Кришне, слушал о нем и помнил о нем. That's what these festivals are all about. Вот этому и посвящены эти фестивали. These festivals are all about awakening our desire to be fully engaged in Krishna's service. Эти фестивали посвящены одной цели – пробуждению нашего изначального желания быть полностью посвященным служению Кришне. And if we actually develop the qualification, which simply means desire, если мы разовьем в себе это необходимое качество, которое на самом деле сводится лишь к желанию, then something will take place in the heart. тогда кое-что произойдет в нашем сердце. The heart will change. Сердце поменяется. The heart will change by association of devotees. Сердце поменяется благодаря общению с преданными, who are always eager to discuss the eternal topics of the Lord and pure devotional service to the Lord. которые всегда горят желанием обсуждать вечные темы, связанные с Кришной, с Господом и со служением Господу. Prabhupada says, just like a young child may not know that fire burns. Шрила Прабхупада приводил пример, так же как маленький ребенок может не знать, что огонь обжигает. Fire doesn't discriminate. Потому что огонь не проводит различий, кого жечь, кого не жечь. If a child touches the fire, it will burn. Если даже ребенок, несмышленный ребенок прикоснется к нему, огонь его обожжет. In the same way, we may not know the potency of such sangha, association with devotees. И мы можем также не до конца понимать могущество такого общения с преданными. But if we associate with a desire to really associate and get the full benefit out of association, Если мы разовьем в себе желание по-настоящему общаться с другими преданными и получить полное благо от такого общения, it will act. тогда оно подействует на нас. It will purify the heart. Такое общение очистит наше сердце. Not just by removing the attachments, Не просто уничтожая наши привязанности, but by awakening an attraction for Krishna and his pure devotional service. но посредством пробуждения привязанности к Кришне и преданному чистому преданному служению. What is that? Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janaya Yashuvaira Yam Yaram Chayavahaitukam. That by rendering devotional service to Krishna, by beginning with hearing about Krishna, one automatically acquires knowledge and detachment from this world. В этом стихе говорится, благодаря служению, через преданному служению Кришне, которое начинается со слушания, а Кришне такой человек сразу развивает сам собой привязанность, не привязанность, или отречение и знания. So there's actually much more. I didn't even get to the other part that I wanted to talk about, which is about dry renunciation and about material enjoyment. И я еще не перешел к той теме, которую хотел обсудить, опираясь на эту цитату.
теме материального наслаждения, а также сухого отречения. Which is also very important and relevant to this discussion. И эта тема также очень актуальна и тесно связана с тем, что мы уже обсудили. As I said, this is not a seminar, and I can't go in. I don't even have part 2. It's not available to me. Но как я сказал вам, это не семинар, и у меня на этом фестивале не будет продолжения, потому что времени для продолжения нет. But I am supposed to have a meeting tomorrow sometime with I think disciples and aspiring disciples, so I can discuss part 2 there. Однако завтра у нас запланирована встреча с учениками и желающими стать учениками, и мы можем обсудить часть вторую этого обсуждения сегодняшнего на этой встрече завтра. And maybe we should end here because we should leave a little time if anybody has any questions or comments. Здесь мы должны остановиться, и мы хотим оставить время на вопросы, если у кого-то вообще есть. It's supposed to end at 6:45, isn't it? Конечно, хотя мы должны закончить без 15:07. We have a few minutes. A few minutes means quick question. Oh, there's a waving hand back there. It looks very determined. Вот там кто-то даже размахивает рукой, похоже, очень решительно настроен задать свой вопрос. I'll take the waving hand. Вот я эту размахивающую руку попрошу задать вопрос. Микрофон есть? Можно передать туда? Спасибо. Дорогой Махарадж, спасибо, что приехали. Хотела спросить, вы сказали, что целью приезда на этот фестиваль у нас должно стоять отречение от наших материальных привязанностей. Как отличить в грехах с нашими, что из наших желаний является материальными привязанностями и желаниями, а что просто нужда этого вашего? Например, хранение детских фотографий, не знаю, подаренные украшения или желание иметь большую семейную машину. То есть понятно, что чего-то мы желаем больше, но с другой стороны есть привязанности из прошлого, там подруги, друзья, есть желание на будущее. Какая категория из этого считается материальными привязанностями? Где ее ощутить, эту грань? The question was about, since you mentioned, you referred to the quote from Srila Bhaktivedanты Swami Prabhupады saying that one of the purposes of these festivals is to destroy our material attachments or attachment to material life. And the question is, how do we differentiate in our grihastha lives what these material attachments are and what legitimate attachments are in family life? For instance, she gave the example of like keeping photographs of one's children, or keeping jewelry that was given, I guess, by the spouse, or desiring to get a big family car, or on the other hand, an aspiration to have the same association with the former friends that we had before we became devotees. So how do we draw the line between the legitimate attachments in the family life and the illegitimate ones? Prabhupada gives an analogy. It's not the full answer to the question, but I thought I would include it. Шрила Прабхупада в этой связи приводя аналогию. Это, конечно, не является полным ответом на ваш вопрос, но я думаю привести ее также. He says sense gratification is like salt. Он говорит, что чувство наслаждения подобно соли. Every cook knows that you need a little salt to bring out the flavor of all the other spices. Каждый настоящий повар знает, что нужно добавить немного соли, чтобы эта соль проявила вкус всех других специй, добавленных в блюдо. But too much salt spoils the whole preparation. Однако, если вы пересолите блюдо, тогда все блюдо будет безнадежно испорчено. So the point is that everyone has to have some sense gratification. Суть в том, что каждый требуется какое-то количество чувств наслаждения. Especially in household life, Srila Prabhupada has oftentimes said, household life is a license for sense gratification. Особенно в семейной жизни, как Шрила Прабхупада говорил, что семейная жизнь является как бы лицензией на чувство наслаждения. Some people may hear that and they think, oh, I've got a license for sense gratification. Кто-то может подумать, вау, вот мне дается лицензия, смотрите. What is the purpose of a license? Но лицензия в чем она заключается? The purpose of the license is to regulate the drivers, to keep the crazy people off the road. Но есть игра слов, потому что по-английски лицензия означает права на вождение. Вот эти права на вождение выдаются людям, чтобы предотвратить сумасшедших, то есть помешать сумасшедшим садиться за руль. So in the same way, although it's a license for sense gratification,
It means that, yes, there is some sense gratification, but it has to be done in a restricted way. Точно так же, это лицензия на чувство наслаждения, или, можно сказать, права на чувство наслаждения, означает вот именно это. То есть, чтобы позволить человеку наслаждаться в семейной жизни, но определенным урегулированным образом. And therefore, a household of life is a license for sense gratification, that it's meant to be restricted sense gratification. Именно поэтому, когда называют семейную жизнь лицензией на чувство наслаждения, подразумевается, что с этой лицензией приходят определенные ограничения, которых мы должны придерживаться. Now, just what exactly is restricted sense gratification and what is overindulgence may not necessarily be so hard and fast and crystal clear. Однако вот эта линия между таким ограниченным, дозволенным чувством наслаждения в семейной жизни и тем, что уже является чрезмерным, такую грань провести между одним и другим бывает очень сложно, и она не ясна. But everyone should assume, not just the householders, that there is a tendency for sense gratification. Однако все, не только домохозяева, должны понимать, что у нас есть склонность наслаждаться чувствами. Therefore, my primary responsibility in life is to learn how to restrict those tendencies. И поэтому моей главной задачей и обязанностью в жизни является научиться искусству ограничивать себе эту склонность. So we should look at everything in that way. И поэтому мы должны на все смотреть под таким углом. Not what is the legitimate attachment and what is the illegitimate attachment. Мы не должны смотреть на все, что является дозволенным наслаждением, что является недозволенным наслаждением. The legitimate attachment is the association of devotees, as the way that we describe it. Нашим дозволенным, правильным привязанностью к таким наслаждениям является общение с преданными, каким мы его описали сегодня. Because Lord Kapila Dev said, "Taite saravasadi sava sangha vivajita sangashte shvatate pratya sangha dosha harahite." Oh, my mother, virtuous lady, seek out the association of devotees who are always discussing the topics of Krishna and become attached to them. Как, например, Господь Капила Дева в этом стихе Бхагаватам говорит о том, что, о, дорогая моя мать, дорогая благодетельная женщина, добродетельная женщина, пожалуйста, найди общение с такими преданными, которые постоянно обсуждают темы, связанные с мной, и привяжись к ним. Because if you come attached to them, it will counteract all the effects of your material attachment, pernicious effects of material attachment. Если ты привяжешься к ним, таким преданным, таким образом, тогда эта привязанность сможет нейтрализовать разрушительную привязанность к материальной жизни к тебе. When Narada Muni and Yudhishthira Maharaj are having a conversation, 7th canto, 14th chapter, Srimad Bhagavatam. Как, например, Нарада Муни и Юдхишthira Махарадж обсуждают эту тему в 7-й песне Шримад Бхагаватам, глава 14. And Yudhishthira Maharaj asked Narada Muni, "You're a brahmachari, I'm a grihastha, I'm grihamudhadi." И Юдхишthira Махарадж задает вопрос Нараде Муни: ты брамачари, а я грихаста, более того, я грихамудхадхи. Can you please tell me how to understand the scriptures in such a way that I'll be able to fulfill the ultimate goal of life? Не могут объяснить мне, как нужно правильно понимать Писание, чтобы в конце концов мог прийти к высшей цели жизни? First thing Narada Muni told him, И первое, что сказал ему Нарада Муни: the grihastha must earn an honest means of livelihood. Грихастха должен зарабатывать себе на жизнь честным способом. He must offer the results of his work to Krishna. Должен предлагать результаты своего труда Кришне. And how to know how to offer the results of his work to Krishna? И как знать, как предлагать свои результаты труда Кришне? He has to associate with devotees by hearing the transcendental topics of pure devotional service, the pastimes and glories of the Supreme Lord. Для этого нужно, общаясь с такими преданными Кришной, слушать о них, о темах, связанных с деяниями Господа Кришны, с следом служения Ему. That is the most important and most legitimate attachment for a grihastha to have. Вот это самое главное и самая законная привязанность, которую должен иметь каждый грихаста. If a grihastha has that legitimate attachment to associate with devotees who are going to help me deal with my own attachments by giving me the right medicine. Если грехаст есть это главная привязанность, такая законная привязанность, общение с теми преданными, которые скажут мне правильные вещи, их наставления подействуют на меня как лекарство. Not the wrong medicine. Не какое-то неподходящее для меня лекарство, The right medicine. но правильное, подходящее для меня лекарство. Bhagavatam describes what is the right medicine. И Бхагаватам описывает это правильное лекарство. The right medicine is described in the 10th canto of the Bhagavatam. Bhava Sadosha. What is it? Bhava Ashodi. That the right medicine is to hear the topics of the Lord from the devotees of the Lord. И
как в 10-й песне описывается, это правильное лекарство, называется Бхаваушадхи, это слушание о темах, связанных с Кришной. So if one takes the right medicine, all these other attachments will be dealt with in the proper way. Если человек принимает такое правильное лекарство, тогда он сможет понять, как поступить с другими привязанностями правильным образом. The higher attachment will ultimately begin to manifest, and one will lose his attraction to these things. Потому что в его жизни тогда начнет проявляться высшая привязанность, которая постепенно затмит все другие привязанности. We should not be dry renunciants, Мы не должны заниматься сухим отречением, throwing away everything that is attachment. And that was the second part of this dialogue, this discussion, which I wanted to discuss. И как раз об этом вторая часть обсуждения, которую я хотел обсудить. Мы не должны быть такими людьми, которые пытаются идти путем сухого отречения, выкидывая все и расставаясь со всем, потому что это привязанность. Dry renunciants get into constant quibbles about what they should give up. Потому что эти сухие люди, которые занимаются сухим отречением, постоянно судятся и спорят о том, что же мне нужно оставить, с чем нужно порвать. But pay no attention to cleaning the heart through Harikatha. Но они при этом не уделяют никакого внимания очищению своего сердца посредством Харикатхи. And therefore, as Bhактиведанты says, they remain averse to Krishna and to devotional service. И поэтому Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупады говорит, что такие люди остаются враждебно расположенными по отношению к Кришне и преданному служению Кришне. Does that answer your question? Отвечает на ваш вопрос? Thank you, yes. I'm sorry, it took me too long to answer that question. Я слишком много времени провел отвечая на этот вопрос. We'll end here. Здесь мы закончим. All glories to Srila Prabhupada. Все славы Шрилы Прабхупады.